Привет всем, добро пожаловать на канал Argus, с вами Антон. Не так давно я закончил прохождение игры Ghost Recon Wildlands, и как и обещал, выскажу свое мнение по поводу нее. Приступим. Сразу хочу предупредить, что мое мнение носит субъективный характер и может отличаться от вашего, так что прошу не судить строго. Tom Clancy's Wildlands – мультиплатформенная компьютерная игра в жанре тактического шутера, разработанная Ubisoft Paris. Также стоит сказать, что это первая игра с открытым миром во франшизе Ghost Recon. Сюжет игры разворачивается вокруг главного злодея игры, мечтателя и созданного им преступного синдиката картеля Санта-Бланка. В целом о сюжете можно сказать следующее. Хоть антагонист и харизматичен, картель хорошо структурирован, а в мире много документов, раскрывающих историю еще более полно, сам сюжет занимает роль фоновой истории. Его рассказывают в основном в роликах и опять же в тех же самых документах. Первое же место в игре отдано боевым действиям и побочным миссиям. Что, на мой взгляд, было плохой идеей, потому что эти самые бои и побочные миссии до ужаса однообразны. Все бои проходят всего двумя путями. Вы подсвечиваете дроном цели и стараетесь их аккуратно зачистить. Или прете напролом пешком или на транспорте, что по сути особо на геймплее не сказывается. Увлекательность подобных действий у меня пропала часов через 5 игры. Что касается побочных миссий, все то же самое однообразие. Разве что перехват автоколонны предоставляет небольшую свободу выбора действий. Но и то не особо, да и не всегда это надо. Всегда проще залезть в джип и расстрелять банальный грузовик. Также мне не понравилась казуальность игры. Абсолютно все действия в ней максимально упрощены. О физике или реалистичности даже вспоминать не стоит. А тем более их искать. Что касается технической стороны. Здесь нареканий не меньше, но есть и плюсы. Пожалуй, начну с хорошего. Очень обширные границы настройки игры и графики. Меню интуитивно понятно и снабжено подсказками, которые показывают, как одно или другое изменение настроек повлияет на саму игру. Это, пожалуй, первая игра, в которой я столкнулся с такой системой. Что мне это очень понравилось. Надеюсь, что другие игры тоже заимствуют данный опыт и ведут себе такое же меню. Очень хотелось бы. Так, а теперь того, что не понравилось. Игра очень плохо оптимизирована. И, пожалуй, это самый большой и жирный, не знаю даже как сказать, минус, просто жирнющий минус этой игры, это оптимизация. Она влияет абсолютно на все. То есть вы бежите, проседание FPS, неубиваемые враги, или их там застрелишь, а они теряют оружие, продолжают ходить там где-нибудь и уже ни на что не реагируют. Даже тупость основного искусственного интеллекта игры не так хочется упомянуть, как именно оптимизацию. Особенно катастрофично она была в начале выхода игры. Многие тогда даже шутили, что оптимизации в этой игре вообще нет. Ее пытались поправить патчами, но до того, как я закончил игру, сильных улучшений я не заметил. Ну и безусловно, вот все эти баги, лаги и так далее очень сильно уменьшают удовольствие от самой игры. Ну и безусловно, куда без придирок. Их тоже немало, но перечислять все не буду, скажу лишь о некоторых, таких как, например, ужасная анимация колес транспорта, что действительно бросается в глаза. То они крутятся, то не крутятся, то крутятся одно, другие не крутятся. Оптимизация самой поверхности. Могли бы и следы нарисовать. Сейчас они уже, по-моему, везде есть. Следы от колес там на грязи. Ну и, пожалуй, еще появление солдат, если играете в одиночную игру. Они появляются, если вы сели в вертолет и он взлетел. Они сесть не успели. Они через пару секунд просто у вас появятся на своих местах. С одной стороны, конечно, удобно, не надо никого ждать, с другой, но это очень так не дает погрузиться в атмосферу игры, просто убивает ее. Ну что же, давайте подведем итоги всего вышесказанного. Игра мне не понравилась. Ну,
как есть. Она увлекла меня на 5 часов, еще 5 я поиграл на чистом энтузиазме, который заработал до этого, а потом стало скучно. Однообразные бои и задания убили интерес к игре полностью. Их даже не хотелось потом проходить. Скажу честно, если бы я не записывал игру для канала, я не стал бы проходить ее до конца. Ну и, пожалуй, поставим на этом жирную точку. Спасибо, что смотрели. С вами был Антон со своим мнением об игре Ghost Recon Wildlands. До новых видео.